В ночь на 7 мая между Индией и Пакистаном произошел крупнейший в современной истории воздушный бой, в котором было задействовано не менее 125 истребителей. При этом ни один самолет не пересек границу воздушного пространства противника, а пуски ракет осуществлялись с дистанции до 160 километров. В результате воздушного боя были сбиты 5 истребителей ВВС Индии. По сообщениям, потеряны 3 «Рафаля», 1 «Мираже», 2000, а также по одному МиГ-29 и Су-30 МКИ. Это стало самым серьезным столкновением в небе между двумя странами за последние годы. На фоне обострения конфликта президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган выразил обеспокоенность, отметив, что напряженность между Индией и Пакистаном может перерасти в острый конфликт. Он выразил соболезнования народу Пакистана в связи с жертвами нападений. На этом фоне ВВС США перебросили на британский остров Диего Гарсия в Индийском океане 4 стратегических бомбардировщика Б-52 H Stratofortress в дополнение к ранее размещенным 6 Б-2 Spirit, усиливая свое военное присутствие в регионе. Тем временем 12 мая секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян с рабочим визитом отправится в столицу Индии, Нью-Дели, где встретится с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджитом Давалом. Ожидается обсуждение вопросов безопасности на фоне индийско-пакистанского противостояния. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своих первых комментариях после столкновений призвал к постоянной бдительности и четкой коммуникации. Во время встречи с членами правительства он подчеркнул необходимость укрепления внутренней координации и устойчивости в условиях нарастающей напряженности. Дополнительно к этому глава МИД Ирана Аббас Аракчи после визита в Пакистан прибыл в Нью-Дели для встречи с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Существует вероятность, что Иран может попытаться стать посредником в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном. На фоне усиления конфликта по всей Индии до 10 мая закрыты по меньшей мере 21 аэропортов в северных и северо-западных регионах. Правительство Индии начало общенациональные учения гражданской обороны. Госсекретарь МИД Индии Викрам Мисри заявил, что на протяжении последних 2,5 лет Индия поддерживает контакты с правительством Пакистана и направила ряд официальных уведомлений с предложением начать переговоры по изменению условий договора о водах Инда. Однако, по его словам, Пакистан неоднократно нарушал положения соглашения, создавая препятствия для реализации Индией своих законных прав в отношении западных рек. В регионе Джамму в индийском Кашмире была зафиксирована попытка проникновения беспилотных летательных аппаратов с пакистанской стороны. Индийские системы ПВО успешно справились с задачами по обеспечению безопасности в приграничных районах. Тем временем Аль-Каида на индийском субконтиненте снова активизировалась, призывая мусульман Индии, Пакистана и Бангладеш на джихад против Индии. В ответ на это Индия усилила меры безопасности в ключевых районах. Между тем, Индия ввела запрет на импорт товаров из Азербайджана. Это решение вызвало недовольство у посла Пакистана в Баку, который призвал к урегулированию напряженности. Однако Индия твердо заявила о своей позиции. Обстановка в индийском Джамму и приграничных районах Кашмира резко обострилась 8 мая. В городе были слышны взрывы, включились сирены, начался блэкаут. По данным местных СМИ, атака продолжалась. Были выпущены ракеты и задействованы дроны. Индийские системы ПВО успешно перехватили все угрозы. В небе были зафиксированы следы работы противовоздушной обороны, и был слышен гул боевой авиации. Военное патрулирование в приграничных районах было усилено. Похожие инциденты произошли в Купваре, Падханкота и Гурдаспуре, где также зафиксированы отключения электроснабжения. Артиллерийские обстрелы продолжаются вдоль линии контроля. Одновременно с этим Индия и Иран начали стратегическое партнерство, укрепляя экономические и военные связи через порты и маршруты в Иране. Это создает новый вектор влияния в регионе, обходя западные санкции и укрепляя оборонительные возможности обеих стран. Министр обороны Индии Раджнат Сингх подтвердил, что контртеррористическая операция «Синдур»
против пакистанских террористов не завершена. В ответ премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал экстренное совещание для обсуждения атак индийских беспилотников в 7 крупных городах Пакистана. Тем временем Турция продолжает поддерживать Пакистан, направляя очередные грузы, в то время как Израиль активно усиливает сотрудничество с Индией, развивая оборонные и стратегические проекты. Визит армянской делегации в Индию, а также дипломатическая активность Ирана в регионе могут стать ключевыми в поиске компромиссного решения на фоне нарастающего напряжения. Противостояние двух ядерных держав остается в центре внимания мирового сообщества, заставляя международных игроков искать пути для деэскалации. На этом фоне Европарламент призвал Турцию играть конструктивную роль в содействии региональной стабильности. На пленарном заседании 7 мая Европарламент поставил на голосование и одобрил доклад по Турции. Принятым докладом Европарламент поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Турцией в интересах примирения, добрососедских отношений, региональной стабильности и безопасности, а также социально-экономического развития и приветствует достигнутый к настоящему времени прогресс. Депутаты Европарламента приветствуют продолжающиеся усилия по восстановлению связей между двумя странами и призывают Турцию ускорить реализацию соглашений, достигнутых между спецпредставителями правительств Турции и Армении, таких как открытие воздушного пространства и границ для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. В докладе приветствуется временное открытие пограничного перехода Маргара-Алиджан для доставки гуманитарной помощи в Сирию. Депутаты Европарламента выражают надежду, что эти события могут послужить импульсом для нормализации отношений на Южном Кавказе, в том числе с точки зрения безопасности и социально-экономического развития, и подчеркивают заинтересованность ЕС в поддержке этого процесса. В докладе содержится призыв к Турции играть конструктивную роль в содействии региональной стабильности, поддерживая скорейшее завершение мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, в частности, используя свое влияние на Азербайджан и предотвращая возможные дальнейшие военные действия со стороны Азербайджана против суверенитета Армении. В докладе вновь содержится призыв к Турции признать геноцид армян, чтобы проложить путь к подлинному примирению между народами Турции и Армении, а также в полной мере соблюдать свои обязательства по сохранению армянского культурного наследия. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.